Ну что, все, пришло время уезжать из этого Кондо. В совокупности на Самуи мы прожили 2 месяца, а пора уже и другие острова посмотреть, что-то мы засиделись. На очереди у нас Панган. Сегодня на пароме будем перебираться именно туда и всю поездку вам покажем. За электричество и воду в этом месте в месяц мы заплатили эту сумму, которую я укажу снизу. Сегодня утром Маша решила съездить за новым чемоданом, так как старый уже не пригоден. В обратную сторону нашелся только такси-байк, но это не помешало доставке до дома. Такси на Самуи немного напряженно, потому что мы, чтобы доехать до пирса, который отвезет нас на Панган, хотели заказать через специальное приложение, которое называется Grab, но там почему-то показывает, что свободны только байки. Ну, естественно, с вещами мы не смогли бы поехать на байке, поэтому мы сидели и думали, что делать. До парома нам оставалось там буквально час с небольшим, и такси не заказать. Я в итоге спустилась вниз для того, чтобы спросить на ресепшене, может быть, там можно каким-то образом заказать такси. Но на ресепшене тоже никого не было. В итоге я огляделась вокруг, посмотрела, что, в принципе, там есть какие-то машины рядом. Уже думала, что сейчас буду стучать по машинам и спрашивать, не могут ли нас довести до пирса. Но я зашла в какое-то такое помещение, я не знаю, что это за помещение, не кафе, просто там какая-то женщина бумажки какие-то перебирала, и спрашиваю, могли бы вы мне помочь? Она сразу же позвонила, видимо, какому-то своему знакомому, попросила меня подождать буквально 3 минутки. Договорились по цене за 550 бат, и он буквально, таксист, был уже через минут 10 около нашего Кондо, и вот нас везет. Вообще изначально мы планировали поехать на Панган. Маша на такси поедет, я за ней на байке, чтобы не тратить время на поиски байка на Пангане. Но в последний момент я все-таки уточнил у хозяина байка, не будет ли дороже стоить следующие 18 дней, которые мы будем пролонгировать. И я узнал, что следующий месяц аренда байка будет стоить дороже. То есть был предыдущие месяца 4000, сейчас будет 5500 бат. Я подумал, что-то как-то дороговато. Наверное, в следующем месте я найду подешевле. Все равно тут будет уже такси оплачено. Какой смысл мне ехать на байке? Поэтому мы еще покажем, как мы будем искать такси на Пангане. И впервые еду на такси за последние 2 месяца. Все время на байке. И уже немного так устал, честно говоря. Через какое-то время получаешь удовольствие, конечно же, когда ездишь на байке. Особенно на Самуи, где нет плотного движения. Но все же, когда ты едешь на такси с кондиционером, смотрю на пальмы, и не думаешь о том, как бы там объехать, что бы там случилось, все-таки удовольствие намного больше. Мы уже немного начинаем волноваться, потому что до отправления нашего парома осталось меньше получаса, и мы поехали не по самой короткой дороге, как через Майнам, а поехали через Ламай. И едем по очень какой-то странной дороге с очень небольшой скоростью, наверное, 20-30 км в час. И уже так немного начинаю волноваться, успеем мы вообще или нет, потому что следующий паром будет через 4 часа, в 6 часов вечера. Но мы хотели изначально поехать днем, чтобы снять все красоты с парома, потому что это действительно красиво перебираться днем. Через Сиамский залив, вода изумрудная, красивая. Это все-таки нужно делать всегда днем. Когда мы ехали на Самуи из Дансака, это было уже в 6 часов вечера, было темно, и особо там красоту никакую мы не показали. Уехать на Панган можно разными способами, и есть несколько причалов, портов. Мы выбрали как раз-таки тот, который грузовой, потому что изначально мы планировали ехать с байками. Тут как раз можно поехать либо с байком, либо с машиной. Билет стоит 150 бат на одного человека. Если вы едете на байке, то будет дороже на 100 бат, насколько я знаю. Если едете на машине, то цена будет еще выше. Еще очень важный момент. Если вы приезжаете на машине, то билеты все же покупать надо заранее, потому что мест ограниченное количество. Если вы на байке едете, то желательно приезжать хотя бы за час, но вы точно попадете. Если вы пешком, то можно хоть за 5 минут приехать, и билеты будут, как у нас и было.
Поэтому мы, не торопясь, сейчас пойдем в сторону нашего парома и подробно вам покажем всю переправку. Мы поднялись на самый верх парома. Отсюда прям отличный вид. Надеюсь, вот отсюда вот дым, который будет выходить, он нас не задушит тут, потому что иногда бывает прям вообще страшное дело. Вот отправляемся от острова Самуи. Мы тут пробыли 2 отличных месяца. Впереди нас ждет еще более маленький остров, чем Самуи. Мы вам его будем подробно показывать в ближайшее время. Ну что, мы уже подъезжаем к Пангану, наконец-таки. Вон он уже виднеется, осталось 10 минут, наверное, 15 минут до приезда. Но не все так просто складывалось, как мы думали. Как и всегда, я бронирую где-то за месяц до въезда в жилье, до переезда в новое место. Так было и с Панганом. Я забронировал числа 25 декабря, нашел, в принципе, неплохое место относительно Пангана. Даже с бассейном было. В том районе, в котором мы хотели с Машей, в Чилакламе. Я забронировал на Airbnb, и хозяину сразу же задал вопрос, как далеко от пляжа Чилаклам находится это место. Задал на английском, прошло дней 6, ответа нету. Это довольно-таки странно, потому что при бронировании сразу отвечаю где-то в районе 1 дня. Я уже пишу на тайском языке, не отвечают. Через день пишу на русском. Ну, на Airbnb там удобно, можно нажать и перевод сделать. Ответа нет. И только через неделю мне пишет хозяин о том, что ой, извините, у нас полностью все забито. Это мой сын случайно подтвердил бронь. Извините. Прошел день, тишина. Я говорю, я вас извиняю, вы отмените бронь, чтобы мне деньги вернулись, потому что иначе я потеряю полную стоимость. Она не отвечала, я написал в техподдержку, и мне в течение суток вернули деньги. Уже осталось намного меньше вариантов, уже похуже такие, не очень хорошие. Но, тем не менее, мы с 5-6 вариантов какой-то один выбрали. Думаем, ладно, не очень хороший, но что поделать. Прошло 2-3 дня, пишет хозяин, что ой, извините, у нас фулл, у нас полная. И вообще по непонятной причине, почему это подтвердилось, вот это все случайно. Я говорю, ну хорошо, вы бронь отмените, чтобы я деньги забрал. Опять пришлось писать техподдержку, и через сутки мне деньги вернули. И остались совсем такие не очень хорошие варианты, вплоть до бунгало, где стены из плетеной такой, знаете, как плетеная корзина. Вот примерно вот такой вот был. Я Маше показывал, она с ужасом смотрела. Там было 3-4 варианта, там без слез не посмотреть просто. Остались варианты на Пангане, то есть в районе 30 тысяч в месяц. Там были варианты без бассейна,
без кондиционера и, ну, откровенно такие себе. Там просто обычная студия, кровать, кухня или на улице, или вообще без кухни. Был даже вариант за 700 рублей просто палатка на красивом месте, но просто палатка. Но это просто смешно, потому что на Самуи или на Пхукете за такие цены это будет хороший кондо и с бассейном, и со спортзалом, и со всеми удобствами, недалеко от пляжа хорошего. Думаю, все, Airbnb я заброшу, не тот вариант, не подходит. Начинаю на Агаде искать. Нашел на Агаде неплохое место, такое относительно. Забронировал, ответа нету. С меня списали $1. Нашел другое жилье, тоже неплохое, еще раз забронировал. Там на Агаде такая система, что в течение суток хозяин может подтвердить бронирование. Тоже не отвечает. То есть очень странная вещь. Причем самое интересное, что с Машей, когда мы самый первый раз с ней вместе ехали в 2017 году, 5 лет назад, у нас была похожая ситуация. Мы где-то за месяц начали смотреть варианты, связывались с человеком, который занимался сдачей аренды жилья. А у нас была примерно такая же катавасия. Мы ему писали, он через 2 суток отвечал, через 3 суток. Когда он отвечал, уже бронь уходила. Мы перевели деньги, нам понравился какой-то домик, мы говорим, все, забронируйте его, пожалуйста, уже осталось 3 суток. И он пишет через сутки, а этот уже домик забронирован. Мы пишем, найдите нам хоть что-нибудь. И в итоге мы узнали, что домиков нету, только по приезде уже на Таиланд. И когда я сидел на автобусной станции, я кое-где нашел Wi-Fi и через Facebook каким случайным образом нашел человека, который не спал в 6 или в 5 утра. Это была большая нервотрепка. И сейчас примерно все повторялось. До последнего момента, вот буквально только вчера, я нашел какую-то гостиницу на Airbnb. На 3 суток мы ее забронировали, там нету ни кухни, ни бассейна, ничего, и цена 5000 за 3 суток, но это очень много. Вот, получается так, что мы забронировали на 3 суток, и потом мы на Пангане ближайшие 3 дня мы будем искать место проживания на оставшиеся дни. Все это мы вам покажем, расскажем. Ну что, друзья, мы наконец-таки на Пангане, в месте, где сбываются мечты. Ну что, мы наконец-таки попали на Панган спустя 5 лет. Честно говоря, даже не верится, потому что когда 5 лет назад отсюда мы уезжали с Машей, думали, ой, в мире столько еще стран, столько всего посмотрим. Не только Юго-Восточная Азия, но еще Латинская Америка, куча-куча всего. А потом пришел локдаун, и количество стран, где можно путешествовать, сузилось прям до невероятного количества. Поэтому мы снова сюда приехали спустя 5 лет, и это вообще невероятно круто. Как видите, сегодня вечерний рынок, там можно не только еду купить, и вещи. Майки, я помню, покупал, футболки за 50 бат. Сегодня мы, скорее всего, туда не пойдем, в следующие выходные, потому что немного устали. Хотим просто сегодня перекусить. Пока еще не верится, что мы на Пангане. Мы вот на Самуи были 2 месяца, все время смотрели на этот остров, но все равно как-то думалось, Панган непонятно, как-то неосязаемо. Для нас это особое место, потому что я сюда приехала впервые на зимовку, а потом буквально через 2 года мы уже с Пашей сюда вместе приехали тоже на его уже первую зимовку, и это очень здорово. Первое впечатление после того, как мы приехали на Панган, еще даже получаса не прошло, так это то, что очень мало людей, прям катастрофически. Ну, Панган, не сказать, что он всегда был наполнен большим количеством людей, как Пхукет, допустим, да, но, тем не менее, 5 лет назад, когда я сюда попал, тут была какая-то жизнь кипела, особенно вот в Тангсале. Всегда ли так, неизвестно, и по всему острову так пока что непонятно, но мы будем ездить, наши любимые места все объедем, обязательно вам их покажем. Мы сейчас зашли в кафешку, потому что немного проголодались, ну и кафешка абсолютно пустая. А первое прям ощущение, на Самуи как-то вот все равно чуть-чуть по-другому, как-то там более все современное. Тут такое немного ламповое место, если так можно выразиться, и этим и привлекает Панган всех людей. Но, насколько я знаю, за последний месяц
на Панган приехало огромное количество людей. Это я увидел по тому количеству оставшихся мест, которые осталось на Airbnb, на Booking и на Agoda. Если я смотрел в октябре, в ноябре, было большое количество мест. Сейчас я смотрел, просто по пальцам одной руки, более-менее доступное жилье, 1000 рублей за ночь. И практически не найти. Там просто будет или без кондиционера, как я вам уже ранее говорил, или какая-то палатка на горе. Поэтому остров сейчас населен людьми, но пока абсолютно не ощущается. Но посмотрим дальше, что будет. Пад-тай с курицей 80 бат. Маша заказала пад-тай с креветками 90 бат. Мы такие голодные, что, если честно, все что угодно съели бы. Но не очень, конечно, вкусная лапша, но в целом вкусно. Пад-тай не самый хороший. Такое ощущение, лапша, знаете, из нашего Ролтона или какого-нибудь Бигбона, вот самые дешевые такие. Курица нормальная, но, честно говоря, на Самуи на Пхукете было в разы лучше пад-тай. Тут что-то как-то подкачал немного. Ладно, это сделаем скидку на то, что это первое место. Наверняка на Пангане есть много хороших мест. Учитывая, что мы такие голодные, сойдет и... Вот мы едем на так называемый Санктео, 2 скамейки. На Пангане это очень популярное такое такси. Помню, 5 лет назад один в один также ехал, как раз уже был такой закат небольшой. Что касается такси, здесь абсолютно ничего не изменилось. Все точно так же, как и было 7 лет назад, когда я тут оказалась впервые. И 5 лет назад, когда я тут оказался впервые, Паша. Стоят здесь таксисты с табличками, и в зависимости от того, куда вам нужно, разная цена. Набивается вот такое Санктео, и цена на каждого человека. Цена абсолютно такая же, 200 бат, ровно как мы 7 лет назад ехали. Ну что, наконец-таки мы добрались до нашего места проживания. Высадили нас здесь, а идти нам нужно метров 100 в ту сторону. Самое великолепное, что я вижу, это до пляжа идти метров тоже 100, максимум 150. То есть вообще супер. Тут совсем рядом пляж Малибу и пляж Чалаклам. Это очень-очень здорово. Вот мы и приехали. Сейчас мы уже заселяемся в наше место. Наша комната называется Вьетнам. Соседи у нас Лаос и Камбоджа. Как видите, на данный момент вообще никого нету. Маша уже облюбовала кошечку местную. В нашем жилье нету холодильника, нету кухни, зато у нас есть весло. И, конечно же, бамбуковая мебель. Вот такая. И вот бамбуковая мебель. Как видите, у нас санузел тут без супер прикрас. То есть это душ. И надо мыться как-нибудь тут между раковиной и унитазом. Причем это жилье далеко не самое дешевое, по-моему, 1400 рублей за ночь. Понимаете, да, насколько на Пангане жилье завышено по ценам и занижено по ожиданиям. Это один из минусов Пангана. Но, тем не менее, тут есть огромное количество плюсов, которые мы вам и покажем в ближайшие 3 недели. Не знаю почему, но на Пангане очень любят
мебель из такого вот, из бамбука. Ну, и видите, как заборчик такой же. Смотрите, мы проснулись и что увидели утром. Прям нереальные красоты. Такое ощущение, как будто бы в лану дикой природы. Прям красота. А вот тут такое ощущение, как будто бы лет 300 назад вот все было вот примерно так же. Ну, конечно, не было там железных крыш и не было машины, но вот дороги и вот такая вот вся аутентичность такая, это прям вообще нереально круто. Такая нетронутая природа, можно сказать, без асфальтов, без больших бетонных домов. Красота. Просто нереально красиво. И еще нам повезло то, что вот соседей нету, поэтому весь большой здоровенный этаж, третий, он весь наш. Видите, тут тоже нету. И мы можем вот гулять по всему периметру этого балкона и смотреть на горы, на красоты. Ну, на сегодня все. В следующей серии будем показывать, как мы арендуем байк, показывать, как мы ищем новое место себе проживания на Пангане. И также мы будем показывать наши любимые места, изменились они или нет, и все остальное. И это уже все в следующей серии. Если вам действительно понравился ролик и он вам был полезен и интересен, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!